Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии глава Deutsche Bank открыто раскритиковал экономическую политику правительства и дал понять, что без быстрых реформ страна может застрять в длительном застое. Фридрих Мерц хочет быстрее менять экономику Германии, Урсула фон дер Ляйен продвигает правила Европейского Союза. И именно от этого обсуждения зависит, как будет развиваться рынок труда и экономический рост в Германии, Европе и всем ЕС. И это еще не все. В Германии цифровизация, которая должна была упростить жизнь, на деле превращается в проблему для пожилых людей, то есть для немецких пенсионеров. Запись к врачу, оплата в магазинах и получение услуг все чаще требуют смартфонов и приложений. И еще одна новость. Спор вокруг Гренландии между Соединенными Штатами Америки и Данией выходит из фазы жестких заявлений в новую фазу переговоров, но ситуация по-прежнему остается сложной. Для Германии и Европы это сигнал о том, что даже между союзниками по НАТО территориальные и стратегические вопросы могут приводить к серьезным политическим обсуждениям. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг дал редко открытое интервью, в котором прямо указал на слабые стороны экономической политики Германии и сделал жесткий намек в адрес канцлера Фридриха Мерца. Он сказал, что правительство должно ускорить реформы, иначе банковский сектор и компании не смогут вывести экономику из длительного застоя. Зевинг подчеркнул, что Deutsche Bank в 2025 году получил 6,1 миллиарда евро чистой прибыли. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, и это лучший результат за всю историю банка. Такие цифры показывают, что финансовый сектор может приносить прибыль даже в сложные времена. Но на фоне этих успехов он отметил, что экономика Германии в целом остается слабой. Многие компании не расширяют производство, инвестиции сдержаны, а темпы роста все еще низкие. В интервью Зевинг привел конкретный пример отрасли. Автопроизводители и их поставщики указывают на слабый внутренний спрос и высокие затраты на энергию, как на ключевые причины, из-за которых они не готовы нанимать новых сотрудников или инвестировать в новые мощности. В результате, по словам главы банка, эффективность капитала остается низкой именно там, где она нужна для роста. Он также отметил, что многие средние предприятия Германии, которые традиционно считаются опорой экономики, накопили капитал после прошлых кризисов, но сейчас не видят стимулов для расширения своего бизнеса. Компании предпочитают удерживать текущий штат, а не создавать новые рабочие места. Приведу историю конкретной компании из Ганновера. Семейный производитель металлоконструкций заморозил расширение своего производства, потому что не уверен в налоговых условиях и энергетических расходах на следующие 5 лет. Руководитель фирмы рассказал, что заказчики откладывают крупные проекты, а банки сейчас оценивают проекты намного строже, чем пару лет назад, и это влияет на кредитование и планы роста. Также здесь мы с вами можем увидеть и экономические разногласия. Правительство под руководством Фридриха Мерца говорит, что реформа уже идет и налоги и правила будут упрощены, но реального эффекта на бизнес пока мало. На уровне Европы тему развития экономики поднимает и Урсула фон дер Ляйен. Она уже говорила о необходимости координации экономических программ и инвестиций, чтобы стимулировать рост во всех странах Евросоюза. Эта позиция перекликается с тем, что прозвучало в Германии, то есть нужны устойчивые стимулы, а не разовые субсидии. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии цифровизация во многих сферах должна была упростить жизнь людям, но на деле она усложнила ее, особенно для пожилых. Вместо облегчения пенсионеры все чаще сталкиваются с запутанными системами, которые требуют смартфонов, приложений, цифровых аккаунтов и частых обновлений. И это вызывает реальные трудности в повседневных делах. Одна из самых распространенных проблем – это цифровые очереди и регистрация визитов через интернет. Врачи, государственные службы, даже запись на прием к зубному врачу сейчас часто осуществляется через онлайн-порталы. Многие пожилые люди, которые не пользуются смартфонами или не уверены в своих навыках, оказываются в ситуации, когда записаться на прием лично или по телефону становится почти невозможно. Например, 72-летняя Гельмут из Баварии рассказывает, что ей трижды приходилось опросить помощи у своих внуков, чтобы зайти на сайт и записаться к врачу, тогда как раньше она просто звонила в регистратуру. Другая распространенная тема – это мобильное приложение для оплаты и счетов. В супермаркетах и аптеках все чаще появляются терминалы, которые сначала предлагают оплатить через мобильное приложение. Пенсионеры, которые привыкли платить наличными или карточкой, часто сталкиваются с надписями «Сканируй QR-код» или «Приложение обязательно». Конкретный пример. 68-летний Хайнц из Гамбурга пытался купить лекарства для жены, и только после того, как фармацевт вручную переключил терминал, он смог расплатиться традиционным способом. Цифровизация также усложнила доступ и к государственным услугам, регистрация на получение социальных пособий
Изменение адреса, оформление документов и взаимодействие с ведомствами теперь часто требуют входа в цифровой аккаунт, подтверждение личности через интернет-идентификацию и загрузки фотографий или документа. В результате сегодня пожилые люди оказываются в ситуации, когда без помощи родственников или знакомых решить базовые задачи становится проблемой. Есть и еще один аспект. Сейчас ожидалось, что цифровизация уменьшит бумажную работу и ускорит процессы. Однако, как мы видим, на практике многие системы работают даже с ошибками, требуют повторного ввода данных или сбиваются после обновления. Пенсионеры жалуются, что системы часто не дружат друг с другом, то есть регистрация, которую сделали на одном портале, не видна на другом, и приходится вводить все заново. Эксперты по цифровой политике отмечают, что проблема не только в технологиях, но и в том, как они внедряются. Многие программы разрабатываются с упором на молодую аудиторию, которая активно пользуется смартфонами и интернетом, но мало учитывают тех 20-25% населения старше 65 лет, которые не активны в цифровой среде. В условиях, когда государство продвигает электронные услуги как обязательно, это приводит к реальным барьерам в доступе к важным сервисам. Все чаще федеральное правительство под руководством Фридриха Мерца говорит о необходимости модернизации цифровой трансформации, но в документе о цифровой стратегии мало внимания уделяется пользовательской доступности именно для пожилых людей. Некоторые депутаты и общественные организации требуют дополнительных образовательных программ и офлайн-альтернатив, чтобы цифровые услуги не становились препятствием. На уровне Европейского Союза даже Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия продвигают инициативы по цифровому единому рынку и стимулируют страны к ускорению перехода на цифровые сервисы, но мы с вами видим, что такие рекомендации не решают проблему цифрового разрыва, который особенно ощутим среди пожилых. В итоге обещанное упрощение через цифровизацию для пенсионеров чаще оборачивается дополнительными трудностями от записи на прием к врачу до оплаты покупок или оформления документов. И те из вас, кто не адаптировался к новым системам, оказываются в ситуации, когда каждая цифровая услуга становится новой преградой, а не помощью. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Дания и Соединенные Штаты Америки пошли на заметный шаг назад в многомесячном споре вокруг Гренландии, крупнейшего острова в мире, который является автономной территорией, напомню, в составе Дании. Президент США Дональд Трамп несколько раз говорил о том, что Соединенным Штатам важно расширить сотрудничество с Гренландией и обсуждал возможные форматы участия в вопросах безопасности. Эти заявления вызвали заметную дискуссию и между союзниками по НАТО. Однако на прошлой неделе стороны провели первую официальную встречу на высоком уровне в Вашингтоне, где обсуждали дальнейшие шаги. Датский министр иностранных дел Ларс Лёке Расмуссен сказал, что разговор пошел в конструктивной атмосфере и стороны договорились продолжать диалог. Он отметил, что проблемы еще не решены, но теперь есть платформа для обсуждения интереса безопасности в Арктике с уважением к суверенитету Дании и Гренландии. Это воспринимается как заметная смена курса по сравнению с предыдущими неделями, когда, вы помните, Дональд Трамп говорил о возможных мерах экономического характера в отношении Дании в рамках обсуждения темы Гренландия. Также мы с вами уже видели на прошлой неделе, как такие заявления вызвали активную общественную реакцию у датчан и жителей Гренландии. Таким образом, это расхождение интересов между союзниками, которое могло повлиять на стратегические отношения в НАТО. Дания настаивает на том, что Гренландия – это часть королевства Дании, и вопросы ее будущем должны решаться датчанами и гренландцами, а не извне. Встреча в Вашингтоне дала понять, что Соединенные Штаты Америки временно отходят от жесткой риторики и переходят к более осторожному и дипломатическому подходу. Речь идет о том, чтобы учитывать как вопросы безопасности в Арктике, которые Вашингтон подчеркивает в связи с изменением международной обстановки, так и принцип суверенитета Дании. А я напомню, что на эту ситуацию сразу обратили внимание и в Европе. Например, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что ЕС должен быть готов поддерживать стабильность и уважение границ своих членов и союзников, включая вопросы безопасности в северных регионах. В Брюсселе подчеркнули, что любые переговоры должны уважать права жителей и государственные границы. Поэтому сегодня эта история с Гренландией стала одной из самых обсуждаемых международных тем последних месяцев. Еще нам с вами совсем недавно казалось, что спор может заметно осложнить отношения между Соединенными Штатами Америки и европейскими странами, в том числе внутри НАТО. Теперь же, после первых официальных переговоров в Вашингтоне, стороны пытаются перейти от резких заявлений к долгому и осторожному диалогу о безопасности, суверенитете и будущем всей Арктики. Но я вам скажу прямо, что на сегодня ситуация вокруг Гренландии не урегулирована, но, по крайней мере, она переходит из резких заявлений в формат переговоров.
На ближайшей неделе намечены новые встречи, на которых будут обсуждаться условия взаимодействия между Соединенными Штатами Америки, Данией и Гренландией, учитывая уже позицию каждого участника и сложности международных интересов в регионе. На этом пока все. Спасибо за просмотр.